Кения – одна из самых быстро развивающихся на сегодняшний день стран Восточной Африки. Именно Кению я выбрал для моего первого посещения африканского континента. Что же я там увидел и почему отпуск в Кении – это далеко не для всех, я расскажу далее. Наш план на поездку был достаточно прост. Через Каир прибыть в столицу Кении, Найроби, провести там 2 дня, акклиматизироваться, а после поехать на сафари в поиске большой африканской пятерки с посещением главных национальных парков страны Масай-Мара, озера Накуру и Амбасели. Попробовать местные поезда, построенные китайцами, ну и в самом конце побывать на побережье Индийского океана, недалеко от города Момбаса, в самом популярном кенийском пляже Диани. Что я знал о Кении до поездки? Совсем немного. Ну, например, что именно одно из кенийских племен лучше всех бегает марафон в мире. Ну или, например, что Барак Обама, бывший президент США, наполовину кениец. Ну и то, что в стране все разговаривают на английском и суахили. И, конечно, фразу «Хакуна Матата» из мультика «Король Лев», что означает «нет проблем». Пройдя паспортный контроль, начинается наше приключение в Кении. Знаете, что сразу бросается в глаза, когда начинаешь гулять по Найроби? Заборы и колючая проволока. Она тут везде. Каждый дом, отель, школа, банк или больница окружены высоким бетонным забором, иногда даже с электрическими проводами. Каждое здание в решетках на окнах, иногда на 2-3 этажах. Кажется, что почти каждый магазинчик имеет минимум одного охранника на входе. При входе в продовольственный магазин в центре города досмотр сумок с металлоискателем. Но про вооруженных людей с автоматами возле административных зданий и дворцов я даже не говорю. Их много. Снимать их нельзя. Зачем столько охраны? От кого защита? Неужели от своих же сограждан? Такая обстановка всеобщего недоверия быстро начинает нервировать. Местные до сих пор используют левостороннее дорожное движение, как в Англии. На этом приверженность к правилам дорожного движения практически заканчивается. Каждый едет как может в ту сторону, что ему нужно. Уступать кому-то дорогу или показывать правильно поворотники тут большинство даже и не думают. На больших перекрестках в час пик вместо светофоров стоят регулировщики и вручную организовывают трафик. Суета и хаос. В голове периодически проскакивает мысль: хорошо, что в этот раз я не за рулем. Как сказал нам позже один местный водитель, единственное, что хоть немного приостанавливает местный трафик и количество аварий на дорогах, просто невообразимое количество лежачих полицейских. Ни в одной стране мира я еще не видел, чтобы их было настолько много. Поэтому, наглотавшись столичной суеты, мы на следующий день поехали кормить жирафов в один из местных небольших частных заповедников. В самом мини-заповеднике всем посещающим выдали небольшой набор комбикорма для кормления жирафов с рук. Особенно было интересно наблюдать за приехавшей группой местных школьников. Все в единой униформе и за их реакцией на касание языка жирафа. А вы знали, что язык у жирафов очень напоминает коровий? А еще он очень длинный, фиолетового цвета и почти неуязвим к 4-сантиметровым колючкам в очелии шерстисто-лопастной, что жирафы едят в дикой природе. Вообще, даже в этих условиях не стоит забывать об осторожности, ведь жирафы не стесняются бодаться. А вы можете себе представить силу удара этой 5-метровой махины. Вход в это место стоил 1500 кенийских шиллингов. Следующей остановкой была Bomas of Kenya. Это культурный центр, где на большой территории построены реплики домов, в которых живут проживающие на сегодняшний день народности и племена Кении. В Кении живут множество народностей, и их обряды, обычаи и быт могут очень разниться между собой.
Только посетив этот культурный центр, я понял буквальность фразы, построенной из говна и палок. Ведь в действительности все постройки в основном и состоят из коровьего помета, палок, веток, листьев и глины. Каждая экспозиция также коротко рассказывала о быте той или иной народности. Любопытно, что зачастую за постройку жилья в общине отвечают женщины, в то время как мужчины занимаются охраной и выпасом скота. Многоженство, кстати, повсеместно практикуется, ведь единственная жена не всегда может успеть подоить и присмотреть за всем скотом. Роли первых, вторых и последующих жен, а также обычаи о том, где находятся дома мужа, незамужних парней и девушек и всех в общине, различаются от народности к народности. Обычно такие общины состоят из 5-7 семей и не разрастаются выше из-за кочевого образа жизни. В конце нашего посещения мы попали на концерт, где раз в день проходит показ песен и танцев различных народов, населяющих Кению, для посетителей. С нами в зале была еще большая группа детей в возрасте 4 лет. Сам концерт продолжался почти 2 часа, поэтому многие из детей не выдерживали и засыпали. А кто-то наоборот, пускался в пляс и участвовал в представлении вместе с артистами. Наверное, именно это культурное разнообразие традиций и культур, а также их быт, поможет вам лучше уловить этот дух Африки и приблизиться ближе к его пониманию. Посещение этого центра я однозначно рекомендую всем. Стоимость входа около $20. Что такое сафари? Да поездку в Кению в голове у меня и, возможно, у многих других. Это ассоциируется с бескрайней саванной, по которой спокойно передвигаются дикие животные и периодически даже запрыгивают на ваш сафари-джип. Реальность сафари гораздо более брутальна, но местами не менее захватывающая. В Кении много национальных парков, где и происходит само сафари, но до них еще следует добраться. Почти все время по дороге в парку, в самом парке и до вашего места отдыха на ночь вы проведете внутри железного ящика, у которого скорее всего открывается крыша для лучшего наблюдения. Местные дороги регионального значения неплохие, но скорость трафика и манера вождения точно не оставят никого равнодушными. А вот в моменты, когда вы покидаете асфальтовые или гравийные дороги и начинается реальное бездорожье, мне остается только посочувствовать тем, кого укачивает, ибо болтанка внутри джипа очень сильная. Но это все незначительно по сравнению с тем, когда вы наконец добираетесь вглубь национального парка и начинаете наблюдать всех персонажей мультика «Король Лев» вживую, которые занимаются своими делами, не ограниченные клетками зоопарков. Львы и львицы с львятами, гепарды и африканские буйволы, слоны и носороги, жирафы и гиены, антилопы и зебры, десятки видов птиц, из которых я знал, наверное, только пеликанов и фламинго. Именно сафари стоит всех неудобств. Наблюдение за ними, когда они буквально в нескольких метрах от тебя, завораживает. Для некоторых видов используется для наблюдения бинокль. Тем, кто занимается фотографией и имеет хорошую оптику, сафари – это бесконечное море завораживающих кадров дикой природы. Наш сафари-тур занял 6 дней, в течение которого мы посетили следующие национальные парки: Масаи-Мара, озеро Накуру и Амбасели. Каждый национальный парк знаменит своим набором встречающихся видов. Например, в Амбасели очень много слонов и жирафов, а также вид на гору Килиманджаро. А у озера Накуру есть носороги.
Однако наибольшее количество видов мы увидели именно в Масаи-Мара, где наш водитель-гид мог в любой момент съехать с дороги и поехать прокладывать свой собственный путь через саванну, когда в других парках такое вождение запрещено. Сафари на самом деле тоже развлечение не для всех, ведь увидев в первый день, например, жирафа и зебру, кто-то уже не будет особо обращать на них внимание и будет думать лишь о том, что до конца сегодняшнего сафари осталось еще 7 часов. Да и нахождение в джипе в течение всего дня тоже может быть утомительным. В редких местах в национальных парках оборудованы места отдыха с туалетами, поэтому в основном все ходили куда? Правильно, под куст. Но даже для этого наш водитель специально объезжал куст по кругу, чтобы убедиться, что в кустах в данный момент не отдыхает, например, лев. На обед останавливались в дороге. Он был собран нам в дорогу с собой и включал в себя воду или сок, банан и булочку, и, скорее всего, кусок курицы в фольге. А вы знаете, что до описания группы слонов или львов или других животных используются разные термины? Все, наверное, знают, что группа львов – это прайд. А вот группа слонов знаете, как называется? Парад слонов. А группа гепардов? Коалиция. А группа гиен? Клан. И так далее. В один из дней мы заехали на экскурсию в местное племя Нкоеейо, где сын вождя и местные мужчины провели нам экскурсию по их деревне и ответили на все вопросы. Оказалось, что их деревня из народности Масаи, и каждые 9 лет их деревня переезжает на новую стоянку, так как стены старых домов становятся полностью разрушены термитами. Раз в 5 лет молодые парни собираются на ритуал мужества, когда они все большой группой, почти без ничего, отправляются в саванну на несколько месяцев, где они учатся выживанию в дикой природе, в конце которой они должны убить льва в доказательство их зрелости. Также парням вырывают нижние передние зубы в возрасте 12 лет, как показатель того, что они уже взрослые. Для местных женщин это показатель красоты. Браки организуются родителями, и мужчина должен предоставить выкуп коровами за невесту. Если ты прыгаешь выше всех, значит ты хороший и ловкий воин, и тебе не нужно выкупать невесту. Худшее преступление, что кто-то может сделать, это убийство. Преступника либо высылают из племени, либо могут забить камнями. Все другие преступления обычно наказываются материально. Устроил драку? Будь добр отдать корову обиженному. У вождя племени 3 жены и 18 детей, из которых самый старший унаследует титул. Племя занимается скотоводством и не занимается земледелием. Как мне рассказал наш гид из того же народа, правительству стоило очень многих усилий, чтобы организовать национальные парки и предотвратить, чтобы местные племена бесконтрольно охотились на животных. Ведь всего один рейд такого племени может легко закончиться 50 трупами слонов. Причем охота будет не для пропитания, а просто для ритуала. В результате племена и государства пришли к компромиссу. Местным предоставляются гарантии трудоустройства в этих национальных парках и инфраструктурой с ними связанными. А они, в свою очередь, будут охранять местную фауну, чтобы туристам было на что посмотреть и куда приезжать. В итоге все в выигрыше. За все время сафари у нас была всего одна пешая прогулка по местам, где активно передвигаются местные животные. Наш гид, представитель местного народа Масаи, провел с нами несколько часов,
показывая лучшие виды на гору Килиманджаро и отвечая на любые вопросы. И знаете, что я должен сказать? Когда сидишь в джипе и вы подъезжаете к параду слонов или к жирафам, как-то не думаешь о собственной безопасности. Чувствуешь себя практически неуязвимым, сидя в этой железной банке. Но стоит вам во время прогулки в 200-300 метрах от себя увидеть слона, идущего на водопой, и в вас просыпаются совершенно другие инстинкты и эмоции. Ведь одиноко бредущий слон часто может быть агрессивен и опасен. Или вот недалеко показались 4-5 метровые жирафы. И вот вы уже думаете, как бы лучше держать дистанцию и внезапно не повстречать кого-нибудь еще, прячущегося в ближайших кустах. Да и сама прогулка пешком позволяет сменить обстановку и немного размять ноги после целого дня в джипе. Такие прогулки не входили в стоимость нашего тура. Мы сами о ней договорились с охраняющим наш кемпинг. И я всем их рекомендую. Стоимость $15 с человека. Кстати, будьте осторожны с обезьянами, ведь они не только прекрасные воры всего, что плохо лежит, но также и вандалы. Остановившись в одном из отелей на территории парка Накуру, по возвращении мы обнаружили, что правое боковое зеркало было отломано и валялось на земле. Конечно, наш гид с помощью некоторых местных попытались его как-то починить. В итоге они просто посадили зеркало на суперклей по месту поломки. Естественно, на следующий день в дороге оно просто отвалилось. Во время сафари и посещения национальных парков мы останавливались в нескольких кемпингах и отелях, стоимость которых была уже включена в цену сафари. 4 ночи мы ночевали в кемпингах, где вы живете буквально в большой туристической палатке, внутри которой вы найдете не только большую кровать, но и даже отдельную комнату для душа и туалета. Каждая кровать в таких кемпингах всегда оборудована москитной сеткой. А по ночам, когда пытаешься заснуть, можно долго слушать, как где-то вдалеке за забором лают гиены и шумят насекомые. Некоторым под этот аккомпанемент возможно будет непросто заснуть, но это было точно не про нас. Общая стоимость сафари составила $830 с человека за 6 дней за все про все. Это один из самых бюджетных вариантов, если договариваться через местные турагентства. А какие эмоции у вас вызвало сафари? Напишите в комментариях. Мы решили опробовать местные поезда, чтобы добраться до Момбасы после окончания нашего сафари-тура. Наш гид довез нас до ближайшей станции, где через полчаса должен был прибыть поезд, курсирующий между Найроби и Момбасой. Что можно сказать о станции? 3 пункта проверки вещей, полно охраны и колючей проволоки, и очень много надписей на китайском. Оказывается, эту линию железной дороги, включая и сами станции, в 2017 году построили китайцы. Весь проект стоил 3,6 миллиарда евро. Согласно Википедии, эта железная дорога – самый крупный инфраструктурный проект страны с момента получения независимости. 90% стоимости проекта было покрыто кредитом, предоставленным китайским банком Exim Bank of China на 15 лет. Другая китайская компания CCCC была главным подрядчиком строительства. Китай уже давно инвестирует в Африку, и вот теперь я сам собственными глазами увидел доказательства их присутствия здесь. Сам поезд достаточно новый. Цена проезда 1200 кенийских шиллингов за обычные сидячие места. Сам билет можно оплатить онлайн, и уже на самой станции ты в билетной кассе забираешь билет. Поезд курсирует 2 раза в день, и похоже у них всего пара составов на всю страну. В самом поезде полно обслуживающего персонала, которые ежеминутно что-то делают, перебирают и моют. Например, прямо передо мной один из работников убирал раковины и туалет, наверное, каждые 20 минут и протирал там полы. По поезду периодически ходила полиция и военные с оружием. И вообще появляется впечатление, что этот поезд – это какой-то единственный стратегический транспорт, с которого буквально сдувают пылинки и постоянно охраняют.
Все станции на пути в Момбасу, где мы останавливались, на внешний вид были построены по одному и тому же проекту, что и станция, откуда мы начали путь. В поезде был кондиционер, и хотя за бортом было 37 градусов, было вполне комфортно. Путь занял у нас 5 часов. Пляж Диани считается самым лучшим пляжем в Кении, и неудивительно, что во всех путеводителях по стране посещение Диани рекомендуется. В самом городке есть малый аэропорт, откуда дважды в день летают самолеты в столицу. А сам городок Диани состоит из множества домов отдыха, построенных вдоль пляжа. Они ограждают себя от всех остальных уже привычными нам за высокими заборами и охраной, и имеют собственные выходы к пляжу. Именно на пляже возле таких вот резортов мы и увидели максимальное количество белых людей за все время в Кении. Пожилые немцы, итальянцы и британцы жарятся на солнце, периодически возвращаясь в тень от зонтика, чтобы выпить очередной бокал коктейля. Долгая береговая линия, белый песок, очень теплая вода Индийского океана. Для многих это будет райский отдых. Периодически по берегу ходят местные, предлагая свои поделки и поездку на верблюдах. Кто-то рекрутирует туристов, чтобы поехать на лодке дальше от берега к рифам, где можно понырять и посмотреть подводный мир. У нас же уже был забронирован тур на следующий день, чтобы понырять. Тур такого же типа, как мы делали в Панаме в прошлом году. Наше путешествие происходило в марте, время, когда сезон дождей вот-вот должен начаться. Собрав всю группу из различных отелей, рано утром наш водитель отвез нас всех в Киситим-Пункути Marine National Park, где нас погрузили на небольшой корабль. Уже по выходу в океан ветер стал усиливаться, а еще через полчаса мы попали в центр тучи с тропическим ливнем. Прождав некоторое время, гиды приняли решение начать наш заплыв, даже в дождь. Я был настроен очень пессимистично, думая, что в такую пасмурную погоду ныряние бессмысленно и без солнца ничего не будет видно. Я оказался неправ. Даже в дождь, под водой, подводный мир был прекрасно виден. Очень часто в эти воды приплывают дельфины и плавают вместе с туристами. Или иногда просто следуют за кораблем. Надо признаться, что подводный мир богат разнообразием, и мы прекрасно провели время, наблюдая подводных жителей. Единственное сожаление, дельфинов в тот день мы так и не увидели. Видимо, в другой раз. Стоимость тура на человека $90. Это был наш последний день в Диани, и используя местные авиалинии, мы отправились напрямую с Диани обратно в столицу, Найроби. В течение нашего путешествия я вел разговоры с местными, иногда навязанные нашим видом туристов на улице, иногда с людьми, работающими в кемпингах, где мы останавливались на ночь, иногда у гидов, иногда с реальными представителями местных племен. И знаете, какая тема всплывала абсолютно всегда? Насколько COVID сильно ударил по населению и сколько местных бизнесов накрылось из-за оттока туристов. Туризм, как я уже говорил, это очень важная отрасль для Кении, ведь из-за ограничений и отсутствия потока туристов многие не могли продолжать свой бизнес и разорились. Если в 2019 году страну посетило около 2 миллионов туристов, то во время ковида 2020 их было в 4 раза меньше. И даже в 2022 году количество туристов едва достигло 75% от доковидных времен. Еще несколько раз, когда у меня спрашивали, откуда я, и я говорил, что с Беларуси, никто, естественно, не знал, где это, и нужно было всегда пояснить, что это где-то между Германией и Россией в Восточной Европе. Тогда собеседник просто кивал и продолжал разговор. Ясное дело, что такую страну они в большинстве не знают. Однако это нормально, ведь мы лучше всего знаем географию мест или континента, где сами живем. Следовательно, и следим мы больше и переживаем о событиях, которые происходят у нас в стране или у ближайших соседей. А насчет ближайших соседей Кении, а вы знали, что совсем недавно, с 2020 по 2022 год,
В соседней Эфиопии была гражданская война с как минимум 500 000 жертв и несколькими миллионами беженцев. Ну а про Сомали, с кем Кения граничит на севере и где, мягко говоря, неспокойно, наверное, даже не стоит упоминать. Путешествуя по стране, в глаза очень бросается религиозность местного населения. По улицам туда-сюда ездят маршрутки и автобусы, чьи борта расписаны цитатами из Библии. То там на стенах некоторых зданий то же самое. Много школ, которые организованы при какой-либо религиозной христианской миссии. Ведь около 80% населения проповедует христианство. В одной из церквей в Найроби на стенах вместо икон просто массивные распечатки на линолеуме на религиозную тему. Выглядит очень необычно. Конечно же, на входе в церковь нужно пройти через металлодетектор и охрану. Ну а теперь несколько советов всем планирующим путешествие в Кению. Кения – это не та страна, где можно спокойно ходить по улице после захода солнца. Отсутствие тротуаров и во многих местах уличного освещения, а также местная манера вождения, мягко говоря, не внушает чувство безопасности. Дикая нищета и заборы с колючей проволокой, а иногда и с электрическими проводами на каждом углу. А после того, как в самый первый день нашего путешествия, когда мы возвращались в отель через час после захода солнца и когда уже было темно, один прохожий вообще накинул руки на шею моей супруги, сорвав с нее простенькую цепочку и порвав майку и убежав, мы осознали, где мы находимся на самом деле. Именно с этого инцидента наше отношение к местным сменилось с беззаботно нейтрального на напряженно осторожное. Мы осознали себя потенциальными целями, с которых местные, начиная от таксистов и заканчивая уличными торговцами, будут стараться поиметь максимум возможной выгоды. Людей с белым цветом кожи вообще за всю поездку мы встретили очень мало. На вас действительно обращают внимание все, куда бы ты ни зашел. Кто-то захочет сделать фото или видео. Кто-то может попробовать завести беседу и попытаться привести вас в свой магазин безделушек. Как себя лучше вести? Выбор за вами. Но по крайней мере 2 человека из случайных местных, включая одного из солдат с оружием на посту в Найроби, с которым мы разговаривали, были очень удивлены, что мы гуляем только вдвоем без местного сопровождающего. Возможно, они имели в виду охрану? Я не знаю. Для ориентирования на местности и вызова такси вам просто жизненно необходима местная сим-карта. В аэропорту Найроби пункты продажи симок работают 24/7. Однако не совершайте мои ошибки и не покупайте Telkom. Покупайте Safaricom, и будет вам счастье. Все местные, с которыми мы говорили, используют Safaricom. А вот Telkom во всех местах, кроме городов, часто не имел соединения вообще, оставляя нас без связи. Мы очень часто использовали Bolt или Uber, добираясь до отелей или до аэропорта. И в том плане, что в любое время суток вы сможете найти водителя. Машин полно, вариантов масса. Цены не кусачие, в основном около 2-4 евро. Однако, будьте готовы к тому, что некоторые водители по дороге могут останавливаться на заправках, чтобы залить пару литров, которые они используют, чтобы довести конкретно вас. Некоторые даже будут просить с вас дополнительные деньги на топливо. У нас все оплаты были через карту, и многие водители также просили оплатить поездку наличными, говоря, мол, у них нет с собой денег, чтобы оплатить топливо. Если в первые разы такие просьбы вызывали недоумение, то раза после 7-го было очень неприятно. Я не знаю, с чем связано такое поведение. То ли водители берут машину в аренду и пытаются не оставить лишних граммов топлива следующему водителю, либо что-то другое. Одновременно с этим будьте готовы, что даже если вы ожидаете свое заказанное такси, но выглядите как явные туристы, другие таксисты будут назойливо предлагать сесть именно в их такси. Пейте воду только из бутылок. В отличие от Вьетнама, где мы только и питались уличной едой, в Кении я старался по максимальному оградить свой желудок от подозрительно выглядящей еды, которую тут продают на каждом углу, и питался только едой, приготовленной на кухнях в наших кемпингах или отелях, или в серьезно выглядящих ресторанах. Однако даже со всеми предосторожностями будьте готовы,
что в любой момент на вас может напасть приступ диареи. Поэтому заранее закупите необходимые таблетки типа Имодиума и других, чтобы спасти себя и свое путешествие. Таблетки от укачивания также обязательны для тех, кто планирует отправиться на сафари. Некоторые из наших попутчиков по сафари проводили свои вечера в лагере, накидываясь стопками текилы по вечерам, что, конечно, не улучшило их самочувствие на следующее утро. Если же вы планируете путешествие на побережье Индийского океана, то я настоятельно рекомендую также иметь с собой таблетки от малярии. Специально для этого путешествия я еще делал рекомендованную прививку от бешенства, ведь, как мы убедились позже, те же обезьяны вполне себе ходят на расстоянии вытянутой руки от тебя и могут и цапнуть, и украсть что-то, что плохо лежит. Посетив столицу Найроби, такие национальные парки, как Масаи Мара, озеро Накуру и Амбасели, посмотрев на гору Килиманджаро и увидев почти всех представителей большой африканской пятерки, кроме леопарда, а также искупавшись на побережье Индийского океана, я надеюсь, вы теперь понимаете, почему в начале этого видео я сказал, что отпуск и сафари в Кении – это далеко не для всех. Ведь многим в отпуске, наверное, хочется себя почувствовать безопасно, спокойно и расслабленно, а не каждую минуту отбиваться от назойливых таксистов, уличных торговцев, смотреть в оба, чтобы тебя не сбили, переходя дорогу, или не ограбили, так как ты пошел по не той улице. Поэтому моя главная и основная рекомендация по посещению Кении – обязательно едьте на сафари, чтобы насладиться дикой природой Африки, и по максимуму избегайте больших городов. Кения – это одна из самых динамично развивающихся стран Восточной Африки, где рядом с дремучей бедностью соседствует централизованная система оплаты за что угодно просто по номеру телефона и возможность получения визы онлайн за 2 дня. Это страна, где с повсеместной набожностью процветает уличная преступность и невообразимый уровень коррупции. Это страна больших надежд и огромных проблем. Мне было бы интересно приехать сюда еще раз лет через 30, чтобы проследить за их прогрессом. Ну а на сегодня все. Спасибо, что были со мной, и удачи в ваших приключениях.